древних времен люди пытались разгадать тайны судьбы, всматриваясь в изгибы ладони. Гадание по руке многое расскажет о судьбе человека. Нет двух одинаковых рисунков на ладони, как идентичных отпечатков пальцев. Все линии могут увеличиваться, уменьшаться и даже с течением времени уничтожаться совершенно. Образуются даже новые линии. Важно знать, что узор на ладонях, на их линиях имеет тенденцию меняться с течением жизни. Первоначальные линии могли бы быть проведены звездным влиянием, но они могут быть контролируемы, а следовательно изменены мозгом, которому они подчиняют свое влияние. Во все времена смотрели на руку как на символ силы и могущества. Сегодня мы поговорим о линии жизни. Линия жизни, как правило, самая заметная линия на руке. Линия жизни на руке – это карта прошлого, настоящего и будущего. Это не просто рисунок на ладони, а предмет хиромантии. Линия жизни – первая линия, появляющаяся на ладони человека. Она формулируется на руке человеческого эмбриона к тому времени, как ему исполнится 8 недель. Вслед за линией жизни появляется линия сердца и линия ума. Эти линии появляются на руке ребенка задолго до того, как он получает возможность шевелиться и двигаться. Линия жизни – это одна из важнейших линий на ладони, потому что по ней определяют продолжительность жизни, состояние здоровья человека. Она является индикатором жизнеспособности и жизнелюбия человека, отражает уровень и качество его жизни и то, каким количеством жизненной силы он обладает. Она показывает, насколько человек силен, вынослив и энергичен. Линия жизни рассказывает о жизненной энергии и важных поворотах судьбы. Линию жизни называют руслом, по которому течет жизненная энергия. Это самая яркая полоса на человеческой ладони. Она может рассказать о многом, начиная от имеющейся жизненной позиции и заканчивая индивидуальными чертами. В древнем Вавилоне линию жизни связывали с божественным благословением. Считалось, что ее глубина указывает на покровительство богов. В китайской метафизике линию жизни сравнивали с потоком ци, жизненной силы. В XIX веке эзотерики пытались соотнести форму линии жизни с типом темперамента. Холерикам приписывали резкие изгибы, флегматикам плавные дуги. Линию жизни, конечно же, знают все. Она дает в основном информацию о здоровье человека, показывает его жизненную энергию и здоровье. Любые серьезные жизненные изменения накладывают отпечаток на состояние линии жизни, меняя ее рисунок. Сильные визуальные искажения линии жизни свидетельствуют о серьезных переменах. Где искать линию жизни на руке? Как ее правильно трактовать? Что нужно о ней знать? Что важно учесть? Что означает линия жизни на руке? Какой она должна быть? Как определить по линии жизни длину жизни человека? Теперь давайте подробно рассмотрим и опишем линию жизни. Линия жизни, линия Венеры, начинается между холмами Венеры и Юпитера, между большим и указательным пальцем, огибает холм Венеры, окружая бугорок большого пальца и идет в сторону запястья. В идеальном варианте линия жизни должна быть глубокой, равномерной, без разрывов и смещений, иметь однородную окраску и плавно очерчивать холм Венеры. Длинная изогнутая линия жизни указывает на крепкое здоровье и энергичность человека. Длинная и ровная, отчетливая линия жизни отражает долгую, здоровую, счастливую жизнь, свободную от опасных болезней. Это также знак доброго характера. Когда линия жизни длинна, хорошей формы, слегка окрашена и совершенно окружает бугорок большого пальца,
Тогда она предсказывает долгую и счастливую жизнь, свободную от имеющихся жизненной позиции и заканчивая индивидуальными чертами. Длинная, но очень тонкая линия жизни – это дурное здоровье, это знак меланхолического характера, зависти, мнительности. Короткая линия жизни, недолговечная короткая жизнь. Люди отличаются обостренной реакцией на атмосферные условия и магнитные бури. Короткая линия жизни не означает, что человек умрет молодым, хотя может указывать на проблемы со здоровьем какой-то период жизни. Длина линии жизни не указывает на продолжительность жизни человека. Хиромантии учитывают возраст человека. У ребенка судьба еще не сформирована, так что его линия жизни может быть короткой или нечеткой, но проявится детальнее в будущем. Все линии на руке могут увеличиваться или уменьшаться, и даже с течением времени уничтожаются совершенно или образуются даже новые линии. Первоначальные линии могли быть проведены звездным влиянием и изменены мозгом, которому они подчиняют свое влияние. Узор линии жизни имеет тенденцию меняться в течение жизни. Короткая линия жизни, пересекаемая двумя линиями, болезни, перемена положения. Короткая линия жизни с двумя параллельными, краткая жизнь, внезапная смерть. Если у вас нет на руке линии жизни, это не значит, что вы умрете молодым. Однако отсутствие линии жизни может указывать на то, что вы страдаете от нервозности или проблем со здоровьем. Широкая и бледная линия жизни предвещает плохое здоровье, злые инстинкты и расположение зависти вообще, малокровие. Широкая и бледная линия жизни всегда имеет дурное влияние, то есть противоположные тем качествам, которые имеет длинная, хорошего цвета линия. Разрывы на линии жизни могут указывать на болезни, на несчастный случай или изменения в образе жизни человека. Если на одной руке жизненная линия прерывается, а на другой она слабая, это говорит о серьезном опасном заболевании. Если линия жизни разорвана на одной руке, а на другой продолжается непрерывно, с полной уверенностью можно сказать, что у человека была болезнь, едва не стоившая ему жизни. Минувшая болезнь не представляет никакой опасности, не делает никакой угрозы будущему. Это совершившийся факт, отпечатавшийся на руке, и который исчезнет только со временем. Если высшая ветвь прерванной линии жизни склоняется к бугорку большого пальца, это неизбежная неотразимая смерть. Но если она склоняется к ладони, тогда еще есть надежда на продолжение жизни. А если линия жизни полностью обрывается на обеих руках, тогда жизнь может закончиться смертью. Ни один серьезный хиромант не станет утверждать, что он может предсказать дату смерти. С годами линия жизни, возможно, если она даже прерывается, вновь появится, а разорванные линии соединятся. Особенно, если прошло, например, более 5 лет между датой предсказания и временем, когда заканчивается линия жизни на обеих руках. Разрыв на обеих руках линии жизни говорит о ссылке. Знак смерти на ладони будет показан разрывом на линии жизни с пустым промежутком, где в направлении линии жизни идет глубокая линия от большого пальца, что указывает на возраст, когда произойдет непосредственно обрыв жизненной энергии. Если линия жизни резко обрывается, и на ее конце есть точка, что символизирует сокрушительный удар по организму, например, болезнь или несчастный случай. Если прямо в эту точку врезается секущая линия, что идет от большого пальца, это указывает на возраст субъекта, когда произойдет непосредственно обрыв жизненной энергии. Бледная кривая линия жизни говорит о плохом здоровье. Если линия жизни везде одинаково толстая, это знак гнева, доходящего до зверства. Глубоко углубленная линия жизни выражает грубость, свирепость.
Разрыв на линии жизни, между ее концами есть пустой промежуток, который указывает на возраст. Разрыв– это знак онкологии. Жизненной энергии недостаточно, чтобы сопротивляться травмам или болезням. Это потеря опоры. В некоторых случаях даже может быть клиническая смерть. Если линия жизни хорошей дугой огибает большой палец, это прекрасный знак. Задатки долгожителя на ладони видны в первую очередь по линии жизни, так как это главный индикатор жизненной энергии. Если линия жизни раздваивается и концы равноценны и без деформаций, это знак активности и хорошей сопротивляемости травмам или болезням, даже в поздние годы жизни. Тем не менее, если на концах есть деформации, разрывы или островки, это указывает на определенные проблемы со здоровьем, особенно после 70 лет. Перемежающая жизненная линия означает телесную дряхлость. Прерывистая линия жизни в виде цепочки говорит о хрупкости, болезненности. Такие люди часто несчастливы, подвержены беспокойству и тревоге. У них трудная болезненная жизнь. Человек такой очень слабый. Двойная линия жизни, сестра-линия– это роскошь существования. Она дает серьезные энергетические силы, что защищает обладателя. Обладатели двух линий жизни– оптимисты, любимцы судьбы, донжуаны и храбрецы. Их любят окружающие, но даже завистники не способны им навредить. Волю к жизни у такого человека невозможно заглушить. Двойная линия жизни гарантирует поддержку жизненным силам. Но часто она символизирует не только защиту, но и глубокий внутренний конфликт или диалог между разными частями личности с этой линией. У людей с двойной линией жизни достаточно воли к победе, поскольку вторая линия жизни свидетельствует о защите и покровительстве. Даже если линия жизни на ладони недолго сопровождает дополнительная складка, это свидетельствует о поддержке жизненных сил. Этот человек– сильная натура. Также двойная линия жизни указывает на хорошую сопротивляемость травмам и болезням, повышенную энергичность в поздние годы жизни. Двойная линия жизни указывает на дополнительную жизненную энергию, как более сильная сопротивляемость травмам или болезням. Также это защита судьбы в трудные периоды жизни, высокая стрессоустойчивость, быстрое восстановление после кризисов. Двойная линия жизни встречается на практике достаточно редко. И про таких людей говорят, что они родились в рубашке, так как это сильная защита и покровительство высших сил. Это помогает им выйти из практически любой опасной ситуации с минимальными потерями. Жизненная линия, пускающая отростки к розете, находящиеся у материальной части руки, под рукой у сустава кисти, это упадок, бедность, потеря денег. Когда линия жизни разветвляется, достигая розеты, она выражает перемену существования в известную пору жизни человека. Если жизненная линия разрезана множеством малых линий, это многочисленные болезни, или, по крайней мере, болезни головы. Если линии эти капиллярные, волосные. Морщины на линии жизни означают болезни. Место, на котором они находятся, означает года, в которые они должны явиться. Линии, выходящие из обоих концов жизненной линии, наружного и внутреннего, и стремящиеся вверх, выражают богатство, достоинство, возвышенные цели. Ответвления вверх от линии жизни говорят о почестях и успехе, которые приходят совершенно неожиданно. Наличие этого на линии жизни говорит о том, что повышение в должности– это случайные события. Линии, что идут вверх от линии жизни, это линии радости и достижений. А ответвления, что идут вниз на линии жизни к большому пальцу, знак изоляции на линии жизни.
Он будет показан ответвлениями, что идут вниз линии жизни к большому пальцу и указывают на возраст отстранения от общества из-за внешних факторов или добровольной самоизоляции и социальной отстраненности, как нежелание контактировать с внешним миром, чтобы восстановить силы и внутреннее равновесие. Часто это встречается на ладони интровертов. Восходящая линия, что направлена в сторону среднего пальца Сатурна, знак больших денег на линии жизни. Указывает на возраст существенного улучшения качества жизни, где через свою деятельность человек увеличивает благосостояние. Если восходящая линия направлена в сторону безымянного пальца Аполлона, это может указывать также на обретение известности и определенной публичностью в этом возрасте. Разветвленная линия жизни в своей исходной точке около большого пальца. Такая линия жизни означает суетного человека, нерешительное существование. Две ветви означают антагонизм и неподвижность. Это бессилие и потому суетность. Если линия жизни раздваивается наверху, это говорит о наличии покровителя или защитника данного человека. Восходящие развилки или ветви – это усердие и оптимизм человека, преодолевшего жизненные трудности. Жизненная линия, разветвляющаяся внизу, указывает на возможное усугубление существования при конце карьеры, то есть расположение к умственному бессилию, часто причиненное усиленной работой мозга. Такая линия весьма обыкновенна у писателей и артистов, поэтому им можно дать совет не утруждать себя работой и оставлять работу, когда они чувствуют чрезмерную усталость под страхом утратить силу ума между 50 и 60 годами. Поэтому им надо отдыхать вовремя, чтобы уничтожить эту угрозу. Если линия жизни раздваивается на конце, ее обладатели испытывают нехватку энергии. Скорее всего, часто они болеют, а также быстро устают. Спускающиеся вниз развилки или ответвления указывают на необходимость позитивного мышления и возвращения контроля над своей жизнью и отношениями. Пересекающиеся линии на линии жизни, например, короткая горизонтальная линия, пересекающая линию жизни, символизирует препятствия и неожиданные опасности. Если линия жизни красная, есть тенденция к нервному возбуждению. Если линия жизни в своей исходной точке слишком красная, это знак развращенного ума, это ослепляющая жестокость. Красная широкая линия жизни – жестокость, упрямство в достижении цели, грубость, человек жестокий и свирепый. Если линия жизни фиолетовая – это склонность к наследственным болезням. Можно часто заметить легкую фиолетовую тень на отрезке линии жизни. Если одна из ветвей жизненной линии направляется к бугорку Луны, это расположение к безумию, экзальтации или расслаблению. Линию от линии жизни или отростки на бугорок Юпитера таким образом, что кажется, будто она исходит из этого бугорка, это высокомерие, ибо вся жизненная энергия обращена к бугорку гордости. Но в то же время это почти всегда успех и приобретение почестей. Если линия жизни неправильной формы, то есть более углубленная в одном месте, нежели в другом, это выражает гнев и пылкость страстей, неправильное расположение духа. Если жизненная линия не соединяется с линией головы Марса или ума, и между ними большое расстояние, это говорит о глупости, зависти, суетности, лживости или необдуманной откровенности. Это жизнь, совершающая дорогу, не будучи освящена разумом. Человек импульсивен в своих планах.
Если пространство между линией жизни и линией головы чересчур широко, это знак чрезмерной самоуверенности. Человек часто бывает безрассуден, импульсивен, порывист и склонен идти на чрезмерный риск. В своей жизни он не руководствуется здравым смыслом или осторожностью. Он свободен в своих планах. Если линия жизни отделена от линии головы большим пустым пространством, и в особенности, когда обе эти линии широки и красны, тогда они выражают суетность, страсть к деньгам и упрямство. Также это знак быстрой смерти. Если пространство между линией жизни и линией головы наполнено маленькими линиями, это глупость, несчастье и зависть. Когда линия жизни соприкасается с линией головы ума, это положительное отношение к человеку со стороны окружающих. Его любят и ценят не только друзья, но и коллеги. Соединенная с линией головы и тесно переплетенная с ней линия жизни, это говорит о том, что человек крайне чувствителен ко всему тому, что его касается. Он благоразумен, умен, интеллектуален, счастлив в финансовых делах. Крайне необычный из всех знак, когда линия жизни Венеры и линия головы Марса соединяются с линией сердца Юпитера. Это говорит о натуре экстремиста. Такие люди склонны быть несчастными, когда дело касается их привязанностей. Они любят только раз в жизни и любят не того, кого надо. Если эти три линии сходятся в одной точке, это очень неудачный знак, обозначающий, что субъект вследствие дефекта своего темперамента бросается навстречу опасностям и катастрофам. Люди, у которых три линии соединены вместе, несгибаемые в своих взглядах, мнениях, обладают необычной силой ума, решимостью и волей. Если линия жизни, соединенная с линией головы и с линией сердца, это несчастье и почти всегда быстрая смерть. Жизнь всегда в опасности, когда голова и сердце управляемы и увлекаются могуществом жизненного инстинкта, который слепо идет навстречу всем опасностям. Если линия жизни в нижней части ладони соединяется с линией судьбы, это чужая судьба. Это указывает на тесные семейные связи, влияние кровных родственников или родителей на ваше мнение и выбор в жизни, особенно в ранние годы, с целью предопределить вашу судьбу, навязывать то или иное обучение, дальнейшую работу и профессию. В итоге обладатель такого знака из-за подавленной воли будет долго оставаться заложником родных мест и семейных традиций и с трудом сможет стать на свой собственный жизненный путь, чтобы самостоятельно принимать решения. Знаки хиромантии могут располагаться в любой части ладони, но особое значение они приобретают, если они находятся на линии жизни. Теперь давайте посмотрим, какие рисунки встречаются на самой линии жизни. Счастливым знаком являются трезубцы, которые усиливают положительные качества вашей линии жизни. Очень редкое явление – треугольники на линии жизни. Этот знак имеет также положительный характер. Треугольники связаны с интеллектом и умом человека. Люди такие легки в общении, сообразительны, им легко добиваться повышения на работе. Треугольник с внутренней стороны от линии жизни – это знак денег. Островки в начале линии жизни, где в этом направлении идут секущие линии от большого пальца, указывают на возраст тех или иных моральных или физических испытаний в раннем детстве. Также это может относиться к сложным взаимоотношениям с родителями. Это трудное детство, что накладывает печать на всю оставшуюся жизнь. Кольца или островки на линии жизни говорят о негативе. Они указывают на негативные события,
такие как тяжелые испытания, проблемы со здоровьем или несчастные случаи. Островки на линии жизни означают депрессию и даже вероятную госпитализацию человека. Чем больше кольцо на линии жизни, тем серьезнее событие. Остров на линии жизни означает застой или замедление в карьере или важных делах. У таких людей жизненная энергия уменьшается, а негатив увеличивается. Если на линии жизни есть остров, а на руке много зигзагообразных линий, это говорит о крайней нервозности. Если линия жизни имеет остров в начале, а линия ума головы имеет остров в конце, и линия жизни при этом слабо очерчена, это глухонемой человек. Овал на линии жизни говорит о сложной ситуации. Круг на жизненной линии – это потеря одного глаза. Два круга на линии жизни – потеря обоих глаз. Квадрат на линии жизни защищает человека от злых и негативных людей. Обруч на жизненной линии – признак убийств. Квадраты на линии жизни всегда благоприятные знаки. Они могут располагаться как ровно, так и под наклоном. Такой знак смягчает либо вовсе нейтрализирует удары судьбы в виде дополнительной жизненной энергии, покровительства высших сил, где в данном возрасте субъекту угрожает серьезная опасность, будь то травма, болезнь или даже какое-то несчастье, что может принести фатальную угрозу. Благоприятным знаком квадрат на линии жизни является в том случае, когда он изолирует разрыв на линии жизни. Этот знак известен как оберегающий квадрат. Он говорит о том, что человеку хватит сил, чтобы справиться в трудной ситуации. Квадрат на линии жизни может являться благоприятным знаком, а иногда неблагоприятным. Квадраты на линии жизни, не ограничивающие разрывы, означают изоляцию и заключение. Они могут указывать на некий период времени, который человеку придется провести в закрытом ограниченном пространстве, например, в монастыре, но чаще всего они обозначают тюремное заключение. Вилка на линии жизни – многомерность жизненного пути и накопленного опыта. Кисточки или неровные линии указывают на нерешительность в решении конкретной проблемы или на чувство одиночества в зрелом возрасте. Линии-штрихи на линии жизни – это линии беспокойства, признак серьезных волнений. Если на жизненной линии глубокая точка – это быстрая смерть. Если же точка темная, заболевание несовместимо с жизнью. Точки на линии жизни – это несчастный случай или очень сильная болезнь. Маленькие черные ямки или четырехугольные фигуры у начала линии жизни находятся у человека, наклонного к убийству. Крест на линии жизни – это преграда на пути, возможная болезнь. Когда на линии жизни на обеих руках присутствует ряд тонких крестиков, расположенных близко друг к другу, это указывает на возникновение невралгии в более затронутый такими знаками жизненный период. Отрезок линии жизни с крестами бледный или тонкий соответствует тому возрасту, в котором человек будет страдать от различных заболеваний. Крест в конце линии жизни означает доброго, способного человека, но также это может говорить о том, что человеку угрожает потеря имущества.